Пропавший иностранец. Я уже не раз говорил, что отношения Мартина Хьюита с лондонской полицией были не просто вежливыми или служебными, а по-настоящему доверительными. Во время своих расследований Хьюиту нередко удавалось узнавать такие сведения, которые могли оказаться полезными полиции, и он всегда передавал их сразу, без торга и лишних условий. Поэтому, пока дело не нарушало полицейских правил и не вредило службе, Хьюит почти всегда мог рассчитывать на ответную помощь. Однажды он зашел в полицейский участок на Вайн-стрит, чтобы передать одно полезное сообщение знакомому инспектору, однако нужного человека на месте не оказалось. Хьюит сел за стол, написал короткую записку и, чтобы не сидеть в полном молчании, обратился к дежурному инспектору. «Ну что, инспектор, случилось сегодня в ваших краях что-нибудь особенно примечательное?» Особенно примечательного, пожалуй, пока ничего, сэр, но один из наших ребят недавно подобрал довольно странного субъекта. Думаю, это какой-то сумасшедший. Во всяком случае, я уже послал за доктором, чтобы тот осмотрел его как следует. Он иностранец, кажется, француз, на вид ужасно слабый, бледный, будто едва держится на ногах от голода или болезни. Но самое странное началось тогда, когда один из наших решил, что бедняга, возможно, голоден, и принес ему немного хлеба. Стоило ему увидеть этот хлеб, как он пришел в настоящий ужас, будто перед ним оказался не кусок еды, а что-то смертельно опасное. Он дрожал, отмахивался, чуть ли не бился в припадке и успокоился только тогда, когда хлеб унесли прочь. Вот это действительно странно. Еще бы странно, сэр, тем более, что он и правда был голоден, только позже повел себя уже совершенно иначе. Через некоторое время ему снова принесли еду, и на этот раз он уже ничуть не испугался хлеба. Наоборот, набросился на него как человек после долгого голода, съел все до крошки, да еще и холодной говядины поел. С такими помешанными никогда не угадаешь, сэр. 5 минут назад он в ужасе, а еще через 5 минут ведет себя совсем по-другому. Сидит там внизу, плачет как ребенок и все повторяет какие-то слова, только мы ничего толком разобрать не можем. Как назло, сейчас в участке нет никого, кто говорил бы по-французски. Я говорю по-французски. Если хотите, я попробую с ним поговорить. Конечно, сэр, если вас не затруднит, он внизу, в комнате для констеблей. Мы устроили его у огня, насколько смогли. Доктор что-то задерживается, должно быть у него другой вызов, так что любая помощь сейчас будет очень кстати. Хьюит спустился в большую комнату при участке, где обычно отдыхали полицейские, и увидел у камина 3 или 4 констеблей. Они стояли в рубашках, с закатанными рукавами, и с явным любопытством смотрели на молодого человека, сидевшего у самого огня. В этом взгляде было не столько подозрение, сколько растерянность, словно перед ними находился не задержанный, а живая загадка. Молодой человек выглядел жалко и тревожно, лицо его было бледным, на коже виднелись следы ушибов, а над одним глазом темнел почти заживший порез. Он был невысок, худ и изможден, словно долго скитался без сна и пищи, пальто на нем было разорвано, а все тело мелко дрожало. Когда Хьюит вошел, незнакомец вздрогнул и быстро оглянулся, с тем испуганным выражением, какое бывает у человека, привыкшего ждать удара. Хьюит мягко поклонился ему, улыбнулся и заговорил по-французски спокойно, без нажима, будто перед ним был не подозреваемый, а больной человек. «Добрый день, месье. Вы говорите по-французски». Незнакомец поднял на него мутный взгляд, несколько раз беспомощно шевельнул губами, словно слово никак не могло пройти через горло. Я это отрицаю. Любопытно. Я спрашиваю его, говорит ли он по-французски, а он отвечает, что отрицает это, причем отвечает именно по-французски. Он уже много раз повторял эти слова, сэр. И еще кое-что, только мы ничего не можем понять, все звучит как обрывки разных фраз. Хьюит положил руку на плечо молодого человека, не резко, а почти по-дружески, и снова заговорил с ним по-французски. «Как вас зовут, месье? Скажите мне ваше имя». Ответом сначала стало только глухое, нечленораздельное бормотание, но вскоре из горла несчастного вырвалась беспорядочная смесь слов и звуков. Что это он не Лестер-сквер, проклятое имя, не говорить, какая дорога.
Большое спасибо, я это отрицаю, я это отрицаю. Он вдруг замолчал, уставился перед собой пустыми глазами, словно впервые понял собственную беспомощность, закрыл лицо руками и разрыдался. Он уже плакал 2 или 3 раза, сэр, и когда мы его нашли, тоже плакал, будто совсем выбился из сил. Хьюитт еще несколько раз пытался заговорить с ним, менял вопросы, говорил мягче, потом тверже, но все было напрасно. Казалось, несчастный понимал обращенные к нему слова, однако отвечал только бессвязным лепетом, где французские, английские и непонятные обрывки смешивались без всякого смысла. Наконец он и вовсе отказался от попыток говорить, повернулся к камину, прислонился к боковой стенке и спрятал голову в сгибе руки. В комнате повисла тяжелая тишина, и в этой тишине было что-то хуже обычного безумия. Перед нами сидел человек, явно переживший ужас, но запертый внутри собственного сознания. Он будто видел перед собой то, чего не видели мы, и чем дольше он молчал, тем яснее становилось. За его бессвязными словами скрывается не только болезнь, но и след какого-то преступления. Вскоре прибыл доктор и сразу принялся за осмотр, а пока он склонялся над несчастным иностранцем, Хьюитт отвел в сторону того самого полицейского, который говорил с ним прежде. Ему хотелось узнать подробнее, где именно нашли этого человека, в каком он был состоянии и не заметил ли констебль чего-нибудь странного еще до прихода в участок. Я сам его и нашел, сэр, в глухой задней улочке возле Голден-сквер. Он стоял там совсем беспомощный, дрожал, озирался и будто не понимал, где находится. На вид он был до того слабый, что я сперва подумал, как бы он прямо там не свалился на мостовую, и потому привел его сюда. Выспросить у него ничего не вышло, сэр, он только плакал, бормотал что-то непонятное и смотрел так, словно сам себя не узнавал. Полицейский добавил, что расспрашивал одного или двух лавочников на той улице, где был найден француз, но и это не дало никакой пользы. Никто его там не знал, сэр, даже больше скажу. Никто из них, похоже, прежде его и в глаза не видел. Но самое чудное случилось уже здесь, в этой самой комнате, когда я принес ему хлеб, чтобы он хоть немного подкрепился, раз уж выглядел таким слабым и голодным. Вы бы подумали, сэр, что мы собираемся его отравить, потому что стоило ему увидеть буханку, как он прямо закричал от ужаса. Он вжался вон в тот угол, закрыл лицо руками и затрясся так, будто я нес к нему не хлеб, а что-то страшнее ножа. Сначала я и не понял, в чем дело, ведь он казался таким перепуганным, что мог бы испугаться чего угодно, только уж точно не куска хлеба. Но чем ближе я подходил с буханкой, тем громче он кричал, так что я вынес хлеб за дверь и оставил его снаружи. И как только хлеб исчез из комнаты, он мало-помалу успокоился, словно от него убрали самую главную опасность. А потом, можете мне поверить, сэр, я отрезал несколько кусков от той же самой буханки, принес их с холодной говядиной, и он набросился на еду, как голодный волк. Тут уж никакого страха перед хлебом не было. Вот что странно, у таких помешанных все меняется за минуту, то в одну сторону, то в другую. Да, странность действительно заметная. Кстати, скажите, у вас здесь найдется еще одна целая, неразрезанная буханка? Найдется, сэр, хоть полдюжины, если понадобится. Одной будет достаточно. Сейчас я подойду к доктору, а вы немного подождите, пока наш француз станет спокойнее и устроится поудобнее. Потом внесите буханку тихо, без всякого шума. Положите ее на стол неподалеку от его локтя и ни в коем случае не привлекайте к ней внимания. Доктор тем временем стоял возле камина и задумчиво смотрел на француза сверху вниз, а тот мрачно, но уже спокойно глядел в огонь. Хьюитт подошел к доктору почти бесшумно и заговорил так тихо, чтобы не потревожить человека у камина. Афазия. Доктор плотно сжал губы, нахмурился и едва заметно кивнул, словно это слово было именно тем, к которому он сам уже пришел после осмотра. Моторное, насколько я могу судить, и вдобавок общее нервное истощение, возможно, после тяжелого потрясения или сильного удара по всей системе. Впрочем, способность писать могла и сохраниться, вы не пробовали дать ему перо и бумагу. Принесли перо и лист бумаги, затем положили их перед французом так осторожно,
будто боялись спугнуть не человека, а последнюю надежду на объяснение. Ему медленно и отчетливо сказали, что он среди друзей, и никто здесь не желает ему зла. Напротив, все хотят помочь ему прийти в себя. Месье, пожалуйста, попробуйте написать свое имя, адрес и все, что сочтете нужным сообщить о себе, хотя бы несколько слов. Француз взял перо, долго смотрел на белую бумагу, затем перевел взгляд на людей вокруг, словно пытался понять, чего они от него ждут. Наконец он медленно наклонился над столом и с большой неуверенностью вывел несколько знаков, будто каждая черта давалась ему с трудом. После последних бесполезных знаков француз остановился, и перо вдруг вонзилось в бумагу, оставив жирную кляксу под его растерянным взглядом. Он несколько секунд тупо смотрел на собственную писанину, потом тихо застонал, выронил перо и снова уткнулся лицом в сгиб руки. Доктор взял лист, внимательно посмотрел на него и передал Хьюиту с тем выражением, какое бывает у врача после окончательного, неприятного вывода. Полная аграфия, как видите, он не способен написать ни одного связанного слова, хотя сама рука еще помнит привычные движения. Он начинает писать «месье» просто потому, что привык так начинать письма, но слово почти сразу расползается в бессмысленную линию. Дальше его попытки превращаются в одну только мазню, местами еще мелькает тень знакомого слова, но в целом смысла там нет никакого. Хьюиту прежде не доводилось лично сталкиваться с афазией, к счастью, довольно редким расстройством, но общую природу болезни он знал. Он понимал, что такое состояние может возникнуть либо после повреждения мозга, либо после полного нервного срыва от какого-нибудь страшного потрясения. При моторной афазии человек сознает все происходящее вокруг, понимает обращенную к нему речь, но не может выразить собственные мысли словами. Связь между мыслью и произнесенным словом словно разорвана, и человек оказывается заперт внутри себя, хотя разум его еще работает. В тяжелых случаях к этому часто присоединяется аграфия, то есть утрата способности писать слова так, чтобы они сохраняли связь с мыслью. Полагаю, вы распорядитесь, чтобы его отправили в больницу. Да, конечно, сейчас пойду и займусь этим. Здесь ему все равно нельзя оставаться надолго. Когда они заговорили, француз снова поднял голову, и в этот самый момент заметил на столе целую буханку хлеба. Полицейский, как и просил Хьюит, незаметно поставил ее рядом, почти у самого локтя несчастного, не сказав об этом ни слова. Француз заметно вздрогнул и побледнел, однако прежнего дикого ужаса уже не было, он не закричал и не стал закрываться руками. Но спокойным он тоже не остался, его взгляд тревожно приклеился к буханке, а пальцы медленно и осторожно потянулись к ней. Хьюит продолжал говорить с доктором, будто не замечая происходящего, но краем глаза внимательно следил за каждым движением француза. Буханка была простая, плотная и правильной формы, из тех, что в Англии называют деревенским хлебом, тяжелая, ровная, с крепкой коркой. Француз дотянулся до нее медленно, почти боясь прикоснуться, затем вдруг перевернул буханку нижней стороной вверх, словно только в таком положении она переставала быть опасной. И перемена наступила сразу. Плечи его чуть опустились, дыхание стало ровнее, но взгляд все еще оставался прикован к хлебу с болезненной настороженностью. Полицейский молча усмехнулся, решив, что это еще одна причуда бедняги, но Хьюит, напротив, смотрел теперь внимательнее прежнего. Доктор вскоре вышел, и Хьюит проводил его до двери комнаты, задержавшись на пороге для короткого вопроса. Его ведь не заберут прямо сейчас, если я правильно понимаю. Скорее всего, пройдет час или два, пока все устроят. А что, вы хотите еще немного подержать его здесь? Ненадолго, но мне кажется, в этом случае есть любопытная внутренняя сторона. И, возможно, наблюдение даст больше, чем расспросы. Правда, времени у меня немного, поэтому придется воспользоваться тем, что есть. По едва заметному знаку Хьюита буханку убрали, после чего он придвинул маленький столик ближе к французу и положил перед ним перо и листы бумаги. Этот простой ход сработал. Француз несколько раз пусто оглядел комнату,
Затем начал рассеянно перебирать лежавшие перед ним листы. Потом он обмакнул перо в чернильницу, словно делал это машинально, и вскоре стал водить им по бумаге без всякой видимой цели. Хьюитт сделал вид, что совершенно перестал им интересоваться, и будто бы погрузился в рассматривание фотографии на стене. На фотографии красовался духовой оркестр одного из полицейских подразделений с медными трубами, строгими мундирами и важным видом провинциальной торжественности. Но на самом деле Хьюитт видел каждый штрих, который выводила рука француза, и не упускал ни одного движения пера. Сначала на листах появлялись только бессмысленные каракули и неудачные попытки слов, больше похожие на следы дрожащей руки, чем на письмо. Затем среди этих линий начали возникать грубые рисунки, то человеческая голова, то стул, то какой-то предмет без ясной формы. На каминной полке стояли небольшие часы в подковообразной рамке, а позади перекрещивались хлысты, поэтому эта вещица сразу бросалась в глаза даже в обычной полицейской комнате. Через некоторое время взгляд француза упал на эти часы, и он начал неуклюже набрасывать их очертания на бумаге. Но и этот рисунок он вскоре бросил, снова перешел к случайным наброскам и каракулям, словно рука двигалась сама по себе. Он чертил поверх уже сделанных линий, портил свои же рисунки и бездумно переходил от одного угла листа к другому. Начав с верхнего левого края бумаги, он постепенно обошел почти весь лист и добрался до нижнего левого угла. И тут вдруг резко провел пером через последний рисунок, выронил его, весь содрогнулся и снова отвернулся к камину, пряча лицо. Хьюитт мгновенно обернулся, подошел к столу и забрал лежавшие там листы, стараясь сделать это быстро, но без лишнего шума. Почти все бумаги он сунул во внутренний карман пальто, кроме последнего листа, над которым француз работал перед самым испугом. Этот лист Хьюитт несколько минут изучал особенно внимательно, не просто глядя на линии, а словно пытаясь прочесть в них скрытое признание. Наконец он пожелал полицейским доброго дня, вышел из комнаты и направился обратно к дежурному инспектору. Ну что, мистер Хьюитт, похоже, многого из него не вытянешь. Доктор, вероятно, скоро пришлет за ним людей. Мне кажется, инспектор, это дело может оказаться куда важнее, чем выглядит на первый взгляд, хотя я вполне могу ошибаться в своей догадке. Поэтому пока я не стану ничего объяснять, по крайней мере до тех пор, пока не узнаю немного больше и не проверю одну мысль. Но сейчас мне нужен посыльный. Можно ли немедленно отправить кого-нибудь в экипаже к моему другу Бретту, в его квартиру? Конечно, мистер Хьюитт, сейчас найду человека, хотите написать ему записку. Хьюитт быстро написал несколько строк, передал записку посыльному, и, как я узнал позже, она дошла до меня меньше, чем за 10 минут. Но прежде чем покинуть участок, Хьюитт снова повернулся к инспектору, потому что его интересовали еще несколько подробностей. Скажите, вы уже обыскали француза? Да, конечно, мы осмотрели его как следует, когда поняли, что он сам ничего объяснить не может. Нужно было найти хоть что-нибудь, почему можно было бы установить его друзей, жилье или хотя бы настоящее имя. Он, кажется, не возражал, да и почти не понимал, что с ним делают, но в карманах у него не оказалось ровным счетом ничего. Ни единой вещи, сэр, кроме тряпки вместо носового платка, да и та была без метки, без инициалов и без всякого знака. Вы, конечно, заметили, что у него украли часы. Ну, часов при нем не было, это верно. И все же часы у него, скорее всего, были. На жилете есть маленькая вертикальная лямка, которой обычно пристегивают цепочку. Эта лямка сильно потерта и растрепана, значит, он привык носить часы постоянно, а теперь они исчезли. Да, и все остальное тоже исчезло, выходит, очень похоже на ограбление. К тому же по лицу ему явно досталось, вы ведь видели синяки и порез. Синяки и порез я видел, разумеется, но обратите внимание и на воротник. Он сорван вместе с задней пуговицей. Кто-то хватал его за ворот или за горло, причем хватал довольно грубо, не просто толкнул в ссоре. На нем была шляпа, когда его нашли. Нет, без шляпы. Это может означать, что он совсем недавно вышел из какого-то дома, потому что человек редко уходит далеко по улице без шляпы,
Где именно его нашли? На Генри-стрит — это маленькая улица недалеко от Голден-сквер, место, сами понимаете, не из приличных. Констебль не заметил поблизости открытых дверей. Инспектор покачал головой, будто такой вопрос в этой части города почти не имел смысла. Там половина дверей открыта почти весь день, мистер Хьюитт, на это трудно опереться. Да, в таком случае в этом мало пользы. Хотя я не думаю, что он живет именно там. Мне скорее кажется, что он пришел откуда-то со стороны Севен-Дайалс или Друри-Лейн. Вы не заметили в нем ничего такого, что могло бы подсказать его занятие или хотя бы привычный образ жизни? Нет, не могу сказать, чтобы заметил что-то определенное. Тогда взгляните на спину его пальто перед тем, как его увезут. Именно сзади, чуть выше поясницы. Это может оказаться полезным. Всего доброго, инспектор. Как я уже сказал, посыльный Хьюитта оказался расторопным, и вскоре после позднего обеда я как раз был у себя, когда мне принесли записку. Я развернул ее и сразу узнал быстрый, уверенный почерк моего друга, в котором даже самые короткие строки обычно предвещали какое-нибудь странное приключение. Дорогой Брэд, я собирался сегодня пообедать с вами, но меня задержали обстоятельства. Полагаю, во второй половине дня вы свободны, а у меня есть дело, которое наверняка вас заинтересует. Возможно, оно окажется полезным и с журналистской точки зрения. Поэтому, если хотите увидеть его начало, немедленно отправляйтесь в экипаже на южную сторону Фицрой-сквер. Я встречу вас там, но ждать позже 3:30 не смогу. Ваш Мартин Хьюитт. До назначенного времени оставалось едва ли больше четверти часа, поэтому я схватил шляпу и немедленно вышел из своей квартиры. По счастливой случайности мой экипаж и экипаж Хьюитта въехали на Фицрой-сквер с противоположных сторон почти в одну и ту же минуту. Благодаря этому мы не потеряли ни секунды, и Хьюитт сразу взял меня под руку с видом человека, который уже выбрал направление. Идемте, Брэд. Сейчас мы будем искать конюшню или каретный сарай, так что постарайтесь войти в подходящее настроение. Представьте, что вы только что завели собственный экипаж и теперь ищете место, где можно было бы поставить его на содержание. Боюсь, очень скоро нам придется убедить кого-то, что именно это нас сюда и привело. Я невольно посмотрел на Хьюитта с удивлением, потому что вся эта затея с конюшнями казалась мне странной даже по его обычным меркам. Мы только что примчались к Фицрой-сквер по срочной записке, а теперь он вдруг заставлял меня изображать человека, который ищет помещение для собственного экипажа. Впрочем, я уже давно привык, что у Хьюитта самые нелепые на первый взгляд ходы нередко оказывались прямым путем к разгадке. И все же я не удержался, когда мы свернули в сторону узких улиц, где пахло сыростью, лошадьми, старым сеном и городским дымом. Мне нужно было хотя бы примерно понять, какую роль он собирается мне отвести в этой новой маленькой комедии. Я спросил его, зачем ему вообще понадобились конюшни и почему именно я должен служить предлогом для этих расспросов. Если говорить честно, Брэд, я и сам еще не вполне уверен, зачем именно мне нужны конюшни, но подозреваю, что ответ находится где-то рядом. А что касается вас как предлога, то даже самый скромный предлог лучше, чем полное отсутствие предлога, особенно когда приходится задавать лишние вопросы незнакомым людям. Но идемте, вот здесь, кажется, есть какие-то стойла, хотя на первый взгляд место не подходит даже в том случае, если хоть одно помещение свободно. Нет, это слишком грязно, слишком мелко и слишком открыто. Здесь едва ли могло случиться то, что я ищу, так что пойдемте дальше. Мы остановились всего на мгновение у входа в маленький переулок, где тянулся ряд грязноватых конюшен, тесных, закопченных и совершенно неприметных. Хьюитт почти не смотрел на сами двери, зато его взгляд быстро скользил выше, по стенам, крышам, трубам и всему тому, что обычный человек пропустил бы без внимания. Я довольно хорошо знаю эту часть Лондона, и поблизости, насколько помню, есть только еще один ряд подобных конюшен, так что придется проверить и его. По правде говоря, я пришел сюда почти на одной догадке, но очень удивлюсь, если эта догадка совсем ничего не даст. Скажите, Брэд,
Вам что-нибудь известно об афазии, хотя бы в самых общих чертах? Я ответил, что, конечно, слышал о такой болезни, но не мог припомнить, чтобы когда-нибудь лично сталкивался с подобным случаем. Сегодня я как раз видел такой случай, и весьма любопытный. Больной француз был найден полицейским на улице в совершенно беспомощном состоянии. Он не может связно говорить, не может объяснить, кто он, откуда пришел и что с ним случилось, хотя, кажется, понимает обращенную к нему речь. Единственная фраза, в которой вообще есть хоть какой-то смысл, это «я это отрицаю», но он повторяет ее машинально, явно не понимая собственного ответа. Писать он тоже не может, зато, когда перед ним оставили бумагу и перо, он начал чертить разные каракули и грубые наброски. Вот эти наброски, вместе с 2-3 другими мелочами, навели меня на мысль, которую мы сейчас и проверяем. Позже, когда мы окажемся в более спокойном месте, я покажу вам эти рисунки и объясню все как следует, но сейчас на это нет времени. К тому же, если мне понадобится ваша помощь, ваше неведение может даже оказаться полезным, потому что вы не успеете испортить дело лишней осведомленностью. Он сказал это с той сухой насмешкой, какую позволял себе только в минуты сильного внутреннего оживления, и тут же резко остановился. Ага, вот это уже больше похоже на нужное место. Брэд, кажется, мы пришли именно туда, куда следовало. Мы остановились у конца другого конюшенного двора, еще более грязного и непривлекательного, чем первый, но, как видно, более подходящего для целей Хьюита. Конюшни представляли собой крепкие, но грубые сараи, без всякой опрятности, зато достаточно прочные, чтобы выдерживать ежедневную работу лавочников и мелких торговцев. Одно или два помещения, по-видимому, использовались уже не совсем как конюшни, потому что над ними торчали низкие трубы. На одной трубе криво сидела старая корзина, приспособленная вместо колпака, и это придавало всему двору вид бедного, хитро переделанного хозяйства. У входа была прибита старая, выцветшая доска с надписью о сдаче стойл в наем. Когда-то белые буквы едва держались на бывшем черном фоне. Идемте, Брэд, осмотримся как люди, которые действительно присматривают место для экипажа, и постарайтесь выглядеть достаточно заинтересованным. Мы осторожно пошли по жирным булыжникам двора, стараясь не поскользнуться, и начали осматривать ряд помещений. Слева тянулась стена, за которой находились чьи-то задние дворы, справа стояли конюшни с темными дверями и запахом сырого дерева. 2 двери примерно посередине были открыты, и возле них работал молодой парень из мясной лавки. С его гладкой круглой головой, засученными рукавами и ловкими движениями он выглядел именно так, как должен выглядеть подмастерье мясника. Он вытирал только что вымытое колесо аккуратной мясной тележки и делал это с таким усердием, будто полировал серебро перед большим праздником. Добрый день. Я заметил у входа объявление, что здесь сдаются помещения под конюшню. Не подскажете, кому следует обратиться по этому поводу? «Вам нужно к Джонсу, на Уитфилд-стрит, сэр. Только, насколько я знаю, сейчас свободно всего одно маленькое помещение, да и то совсем не роскошное. Если вы ищете место для приличного экипажа, боюсь, оно вам едва ли подойдет. Там разве что осла с тележкой поставить». Вот как? А какое именно помещение свободно? Я хотел бы хотя бы понимать, стоит ли вообще идти к этому Джонсу и тратить его время. 3 от улицы, сэр. Его недавно занимал один малый подколку дров, но бросил это дело и съехал. Места там совсем мало, честное слово. Для лошади с экипажем оно не годится, разве только для самой мелкой работы. Жаль, мы не особенно привередливы, но нам все же нужно помещение побольше, и мы готовы платить разумную цену за подходящее место. Возможно, кто-нибудь из здешних арендаторов мог бы уступить часть своей конюшни или заключить с нами отдельную договоренность. Молодой мясник покачал головой с сомнением, будто заранее видел, что надежды у нас почти нет. «Не думаю, сэр. Здешние места в основном держат лавочники, а им самим каждый угол нужен.
Особенно тем, у кого товар и развозка каждый день. Мой хозяин точно ничего не уступит, у него и эти 2 конюшни едва вмещают все, что требуется для дела. Рядом Баркет, зеленщик. У него тоже без толку спрашивать. Дальше то самое маленькое помещение, которое сдается, а в конце стоит конюшня Гриффитса из масляной лавки. Понятно. А что насчет помещений в другую сторону? Там тоже все занято торговцами или есть кто-нибудь? С кем можно было бы поговорить? Первое здесь принадлежит Кертису с Юстон-Роуд. У него тоже масляная лавка. И следующее помещение, насколько я знаю, тоже его. А вот самое дальнее, в конце я точно не знаю, чье. Его взяли совсем недавно, но вроде бы там какой-то иностранный булочник. Правда, я ни разу не видел, чтобы оттуда что-нибудь вывозили или привозили для торговли. Хотя лошадь там точно есть. Корм туда носили, это я видел своими глазами. Так что место занято, только хозяин держится тихо и почти не показывается. Хьюитт задумчиво отвернулся от молодого мясника, словно полученный ответ не закрыл вопрос, а наоборот, придал его догадке более ясные очертания. Благодарю вас. Похоже, нам действительно не удастся здесь ничего устроить. Во всяком случае, обычным путем. Всего доброго. Мы вышли к улице как раз в тот момент, когда подмастерье закатил свою тележку внутрь, а потом с плеском выплеснул из ведра грязную воду. Хьюитт задержался у выхода всего на секунду, бросил быстрый взгляд вдоль улицы и заговорил уже совсем другим, деловым тоном. Брэд, побудьте здесь неподалеку и просто посмотрите за двором, а я быстро схожу к ближайшему торговцу железными товарами. Меня не будет долго, но если кто-нибудь подойдет к той дальней конюшне, особенно к помещению иностранного булочника, постарайтесь это заметить. Сейчас нам, боюсь, придется немного заняться взломом, так что лучше заранее убедиться, что никто не помешает нам в самый неподходящий момент. Он ушел быстрым шагом, а я остался у входа, стараясь выглядеть праздным прохожим, хотя внутри меня все сильнее росло неприятное ожидание. Через несколько минут молодой мясник закрыл двери своей конюшни и, насвистывая, ушел вниз по улице, не подозревая, что оставляет нас перед чужим замком. Прошло еще совсем немного времени, и Хьюитт снова появился, держа себя так спокойно, будто возвращался не с орудием взлома, а с табаком. «Идемте, Брэд. Сейчас во дворе никого нет, поэтому терять время нельзя. Я купил клещи и несколько гвоздей». Мы снова вошли во двор и подошли к двери последней конюшни, той самой, которую подмастерье приписал какому-то иностранному булочнику. Теперь двор казался тише прежнего, и эта тишина была неприятной. За закрытой дверью могло оказаться что угодно, от пустого сарая до ответа на весь этот странный день. Хьюитт наклонился к замку, внимательно осмотрел его, затем зажал гвоздь клещами и осторожно согнул его о кирпичную стену. После этого он вставил согнутый гвоздь в замочную скважину, придерживая его клещами как грубый самодельный ключ, а левой рукой мягко шевелил сам замок. К моему удивлению, прошло всего несколько секунд, и душка свободно вышла из скобы, словно замок сам решил не противиться его пальцам. Как видите, Брэд, из меня вышел бы не самый плохой взломщик. Во всяком случае, я справляюсь лучше, чем следовало бы порядочному человеку. Замок удерживал металлическую планку, и когда Хьюитт снял ее, дверь можно было открыть без малейшего шума. Едва мы оказались внутри, он сразу схватил свечу, торчавшую из бутылки на полке, втянул меня за собой и прикрыл дверь. Будем работать при свече, Брэд. Если оставить дверь открытой, нас могут заметить прямо с улицы, а это испортит все дело. Держите уши открытыми и слушайте двор. Если кто-нибудь пойдет сюда, у нас будет всего несколько секунд, чтобы приготовиться. Часть сарая, где мы стояли, служила каретником, и почти все место занимала довольно потрепанная торговая тележка с опущенными на землю оглоблями. Из соседнего стойла доносилось беспокойное переступание лошади. Она фыркала, шаркала копытами, казалось, давно ждала хозяина или хотя бы корма.
Мы подошли к тележке, и при слабом свете свечки я различил на боковой доске потертую надпись, выведенную уже выцветшими буквами. Там было написано «Шуйлер, булочник», а адрес под этой строкой оказался тщательно закрашен, словно кто-то не хотел оставлять лишний след. Хьюитт вынул штыри, опустил задний борт тележки и сразу заглянул внутрь, а я, признаюсь, ожидал увидеть там что угодно, кроме постели. На дне тележки лежал новый матрас, занимавший почти всю внутреннюю поверхность, и среди хлебных принадлежностей эта вещь выглядела не просто странно, а тревожно. Я потрогал его рукой, надавил сверху и понял, что это обычный пружинный матрас, разве что пружины поддавались особенно мягко, будто их выбрали не для сна, а для осторожной перевозки. Хьюитт поставил свечу на удобную полочку, и ее пламя дрогнуло, когда он глубоко засунул руку в дальний угол тележки. Сначала он вытащил длинный французский батон, потом второй такой же, а затем снова наклонился внутрь и достал несколько простых плотных буханок, спеченных рядами по 4. Потрогайте этот хлеб, Брэд, только внимательно. Мне важно, чтобы вы сами почувствовали, в каком он состоянии. Я взял одну из буханок и сразу понял, что хлеб давно зачерствел. Корка была почти деревянной, а сама буханка казалась тяжелой и мертвой. Хьюитт вынул большой складной нож и с такой осторожностью начал разрезать верх одной из этих буханок, что мне невольно стало не по себе. Он вскрывал ее не как хлеб, а как предмет, который мог хранить внутри нечто куда более опасное, чем сухой мякиш. Сделав надрез, он просунул пальцы в щели и медленно, с усилием разломил твердый хлеб на 2 части. Затем он стал вынимать изнутри мякиш, пока от буханки не осталась только довольно толстая наружная оболочка. Нет, здесь ничего нет. Значит, либо я ошибся в этой части, либо нужная вещь спрятана иначе. Он поднял один из длинных французских батонов и приложил его к внутренней ширине тележки, словно проверяя не вкус хлеба, а точный размер. Прежде батон лежал по диагонали, и теперь стало заметно, что он чуть длиннее внутренней ширины тележки. Если вставить его поперек, он держался бы крепко, почти как распорка, и это обстоятельство явно заинтересовало Хьюитта. Он снова взял нож, разрезал длинный батон посередине, но и там не оказалось ничего, кроме сухого хлеба. В соседнем стойле лошадь завозилась еще сильнее, ударила копытом и жалобно переступила, словно напоминая, что живая тварь ждет свое время. Похоже, эту лошадь давно не кормили. Брэд, дадим бедняге немного сена из угла. Нам незачем прибавлять к этому делу лишнюю жестокость. Пока он брал сено, я уже не мог удержаться, потому что хлеб, матрас, запертая конюшня и таинственный француз складывались во что-то тревожное. Я спросил Хьюитта, что он рассчитывал найти в хлебе и к чему вообще ведет вся эта странная проверка. Я ищу одну вещь, Брэд, и у меня есть основания думать, что она где-то совсем близко. Возможно, даже ближе, чем нам хотелось бы. Скажите лучше, как у вас сегодня с нервами, достаточно ли крепки? Потому что то, что мы можем обнаружить, пожалуй, их немного испытает. Я еще не успел ответить, как во дворе снаружи послышались шаги, уверенные, приближающиеся, и оба мы мгновенно замерли. Хьюитт поднял палец, требуя полной тишины, потом наклонился ко мне и прошептал быстро, почти не шевеля губами. Он один, Брэд. Если подойдет к этой двери, берем его сразу. Главное не дать ему уйти и поднять шум. Шаги становились все ближе, потом остановились прямо перед дверью, и на несколько секунд в сарае воцарилась такая тишина, что я слышал не только дыхание лошади, но и собственное сердце. Снаружи раздался едва заметный вдох, короткий и резкий, как у человека, который внезапно понял, что замок уже не там, где должен быть. Дверь осторожно сдвинулась, образовалась узкая щель, и в эту щель заглянул чей-то настороженный глаз, темный, быстрый и совершенно не похожий на взгляд случайного прохожего. Хватайте его, Брэд, он не должен уйти. Мы одновременно бросились к дверям, потому что теперь стало ясно, что за этой запертой конюшней скрывается не просто странность, а живой след преступления.
Я стоял ближе к дверям и потому первым выскочил наружу. Едва Хьюит крикнул, что незнакомца нельзя упустить. Человек бросился вниз по двору со всей скоростью, на какую был способен, но мои ноги были длиннее, и на полпути к улице я настиг его. Я схватил его за плечо и резко развернул к себе, но в ту же секунду в его руке блеснул нож. Он вынул его так быстро, словно нож все это время ждал в ладони, и я мгновенно ударил левой рукой, надеясь сбить его с ног. Удар лишь немного задержал его, и лезвие прошло мимо моей груди так близко, что между ним и мной оставалось не больше пары дюймов. Но в тот же миг Хьюит оказался рядом, перехватил его за запястье и ловко подсек, бросив лицом вниз на грязные булыжники. Незнакомец забился под нами, как дикое животное, молча, яростно, с такой силой, что Хьюиту пришлось наступить ему на предплечье. Хьюит выворачивал его кисть вверх до тех пор, пока кости, казалось, вот-вот хрустнут, и только тогда нож, наконец, выпал из пальцев. Но за все время борьбы этот человек не закричал, не позвал на помощь и вообще не издал ни единого звука. Мы тоже действовали молча, потому что каждый лишний крик мог привлечь внимание с улицы и разрушить все, прежде чем мы поймем, что нашли. Схватка, разумеется, длилась недолго. Он лежал лицом вниз, нас было двое, и преимущество быстро оказалось на нашей стороне. Мы втащили пленника обратно в конюшню и закрыли за собой дверь, хотя не могли быть полностью уверены, что никто с улицы ничего не видел. На задней стене висит упряжь. Брэд, думаю, мы свяжем его постромками и поводьями, потому что нет ничего надежнее хорошего ремня. Кляп нам не понадобится. Я уверен, что он не станет кричать. Такие люди молчат не из осторожности, а по привычке. Пока я снимал ремни, Хьюит держал пленника особым захватом за шею и запястье, не позволяя ему шевельнуться без риска сломать руку. Вероятно, этот человек и в спокойном состоянии не отличался приятной наружностью, но теперь его вид был особенно отталкивающим. Он был низок, широк и крепко сложен, с крупными грубыми чертами лица, грязной бородой и спутанными волосами. После борьбы лицо его налилось кровью, грязь размазалась по щекам, из носа текла кровь, а на лбу уже вздувалась большая шишка. Мы стянули ему локти за спиной, и когда он угрюмо отказался отвечать на требование выложить содержимое карманов, Хьюит сам принялся за обыск. Даже беспомощный и связанный, пленник пытался помешать этому, но его усилия были бесполезны, и вскоре на свет появились бумаги, табак, связка ключей и разная мелочь. Хьюит быстро просматривал бумаги, но вдруг бросил их, схватил пленника за плечо и резко оттащил его от угла. Только тогда я заметил, что тот незаметно придвинулся к наполовину разобранному тюку сена, стоявшему у стенки. Держите его крепко, Брэд. Мы еще не осмотрели это место, а он явно не просто так потянулся именно к этому углу. Хьюит принялся отбрасывать сено, и с каждым движением его лица становилось все более сосредоточенным и холодным. Сначала показался большой кусок мешковины, лежавший под сеном, а когда Хьюит поднял его, под ним открылось еще одно собрание буханок. Это были такие же простые буханки, какие мы уже видели в тележке, но лежали они иначе, целой квадратной партией из 12 штук. И самое важное отличие было не в форме и не в количестве, а в том, что вся эта партия лежала нижней стороной вверх. Достаточно, Брэд, ради всего святого, не трогайте их, ни одной буханки, ни одним пальцем, пока сюда не придут люди, знающие свое дело. Он снова поднял брошенные бумаги, и теперь в его голосе уже не было ни тени обычной иронии. Вот это сэкономило нам лишний поиск. Брэд, я как раз собирался объяснить вам свои подозрения, когда наш молчаливый приятель решил нас прервать. Посмотрите хотя бы на одно или два письма, и вы сами поймете, что я собирался сказать. Здесь анархисты, конечно же, бомбы. Я почти уверен, насколько вообще можно быть уверенным без проверки специалиста, что внутри каждой из этих невинных буханок спрятана динамитная бомба особого устройства. И сразу предупреждаю, я не намерен сейчас возиться с ними или выяснять это руками,
потому что любопытство иногда стоит слишком дорого. Теперь ступайте и приведите сюда закрытый четырехколесный экипаж. Прямо во двор, как можно ближе к двери. Нам еще предстоит работа, но без лишнего внимания». Я поспешил прочь и вскоре нашел экипаж. А пока шел, смысл буханок, тележки и странного мягкого матраса стал для меня пугающе ясен. Перед нами был не простой тайник и необычное укрытие преступников, а тщательно подготовленный заговор с несколькими взрывами в разных частях города. Я, конечно, слышал о подобных адских устройствах, которым не требовался ни фитиль, ни огонь, ни долгая возня на месте. Достаточно было изменить положение такой вещи, и скрытый внутри механизм начинал свою смертельную работу, оставляя исполнителю несколько минут на бегство. Буханки служили идеальным прикрытием, потому что хлеб в тележке булочника не вызвал бы подозрения даже среди белого дня. Человек, ожидавший возле выбранного места, получал бы буханку из перевернутой партии, возможно, завернутую в бумагу, и нес бы ее как самую невинную вещь на свете. Потом он оставлял бы ее в нужном углу, за дверью или у стенки, ставил правильной стороной вверх и уходил прежде, чем скрытый механизм начинал свою работу. Эти проклятые буханки изначально делали и хранили перевернутыми, чтобы, оказавшись в нормальном положении, они выглядели естественно и стояли устойчиво. Даже если бы такую буханку случайно поднял ребенок и унес с собой, он был бы разорван на куски, и для заговорщиков это, вероятно, тоже считалось бы успехом. Матрас в тележке теперь тоже получил страшное объяснение. Он должен был смягчать толчки, чтобы опасный груз случайно не сработал раньше времени. Иначе человек, управлявший тележкой, мог бы сам взлететь на воздух, что, очевидно, не входило в расчет заговорщиков. Обычные буханки без взрывчатки тоже были нужны, длинные батоны, подходившие по ширине тележки, служили распорками и удерживали опасный груз в центре. Остальной хлеб должен был заполнять пустое место по бокам, чтобы партия с бомбами не скользила и не ударялась на неровной дороге. Все теперь казалось почти очевидным, кроме одного. Я по-прежнему не понимал, каким образом Хьюитт догадался обо всем этом раньше меня. Я подвел закрытый четырехколесный экипаж прямо к двери конюшни, и мы втолкнули туда связанного пленника без лишних слов и без малейшей церемонии. Затем Хьюитт запер дверь конюшни настоящим ключом, найденным у задержанного, и мы поехали к полицейскому участку на Тоттенхэм-Корт-Роуд. По распоряжению Хьюитта экипаж въехал не к парадному входу, а прямо во двор участка, потому что теперь каждая минута и каждая подробность могли иметь цену. Не прошло и 10 минут с той минуты, как мы покинули конюшню, а наш пленник уже был надежно заперт в участке. Хьюитт тем временем погрузился в срочное совещание с полицейскими чинами, и вокруг него сразу началось быстрое, почти бесшумное движение. Одних людей отправляли с поручениями, другим диктовали телеграммы, третьи уходили так спокойно, будто направлялись не на опасное дело, а на обычный обход. Наконец Хьюитт вернулся ко мне, и по его лицу я понял, что бумаги пленника уже дали полиции больше, чем можно было надеяться. Француза, которого сегодня утром нашли беспомощным на улице, по-видимому, зовут Жерар. Во всяком случае, я почти уверен в этом имени. Среди бумаг нашего пленника, полного имени которого там нет, но которого, кажется, называют Луиджи, обнаружилось одно весьма красноречивое уведомление. Сам Луиджи, судя по всему, итальянец, и это уведомление созывает людей сегодня вечером для решения вопроса об окончательном наказании предателя Жерара. В бумаге сказано, что Жерар сейчас находится под надзором товарища Пингара, и эта формулировка «бред» звучит для него крайне недобро. Место собрания там не указано, но почти наверняка оно должно состояться в клубе Бакунина. Отсюда туда меньше 5 минут пешком. Полиция, разумеется, давно держит подобные места под тихим наблюдением, и именно в этом клубе в последнее время проходили важные анархистские встречи. К тому же это, кажется, единственный клуб такого рода, куда полиция еще ни разу не врывалась с обыском. Значит, если им нужно провести действительно важное собрание,
Именно там они могут чувствовать себя хоть сколько-нибудь в безопасности. Есть и еще одна деталь. Луиджи только что упорно молчал, когда его спрашивали, где назначена встреча, и не реагировал на названия других мест. Но стоило упомянуть клуб Бакунина, как он вдруг обрел язык и стал яростно отрицать, что собрание состоится именно там. Это были единственные слова, которые удалось из него вытянуть, а значит, можно довольно смело считать, что мы попали в нужную точку. Положение, как вы понимаете, серьезное. К конюшне уже отправлены люди, чтобы спокойно взять ее под охрану и не поднимать лишнего шума. Клуб тоже должны занять немедленно, и тоже как можно тише, потому что малейшая тревога может стоить жизни Жерару и, возможно, еще многим людям. Есть одна сложность. Ближайших сыщиков в штатском там могут знать в лицо, поэтому я взялся первым войти внутрь и открыть дорогу полиции. Если хотите, идемте со мной. Возможно, нам придется брать дверь одним быстрым броском. Разумеется, я не собирался пропускать такое дело, если только мог удержаться на ногах и быть хоть чем-нибудь полезным. Я сказал Хьюиту, что иду с ним, и он тут же начал превращать нас из приличных джентльменов в людей, которым лучше не задавать вопросов на улице. Отлично, Брэд. Тогда немного изменим наружность. Вечер уже темнеет, и старые лохмотья нам не понадобятся, чтобы выглядеть достаточно подозрительно. Нам повезло, что мы оба в котелках. Сделайте в своем небольшую вмятину, только постарайтесь не испортить его окончательно. Мы сняли воротнички, галстуки превратили в грубые шейные платки, а воротники пальто подняли только с одной стороны, чтобы вид был небрежным и косым. Затем мы помяли шляпы, сунули руки в карманы, слегка изменили походку, и в сумерках могли сойти за двух довольно сомнительных типов. Нам сообщили, что вокруг клуба уже стягивается цепь полицейских в штатском, хотя все происходило так тихо, что случайный прохожий не заметил бы ничего. Мы вышли из участка, свернули на Уиндмилл-стрит, пересекли Уитфилд-стрит, затем прошли еще один или два поворота и оказались возле клуба Бакунина. Я огляделся, но не увидел ни малейшего признака полицейского оцепления, ни группы людей, ни ожидающих экипажей, ни тревожного движения у дверей. Я сказал об этом Хьюиту, потому что место казалось подозрительно спокойным для дома, который вот-вот должны были взять. Конечно, вы ничего не видите, Брэд. Такие дела не делают под барабанный бой и с флагами над головами. Они все здесь, просто стоят так, чтобы их не заметили, и часть из них сейчас наверняка наблюдает уже за нами. Вот этот дом, а переговоры я возьму на себя. Только держитесь рядом и не говорите лишнего. Дом был из тех обветшалых и давно утративших приличный вид строений, каких в этом квартале Лондона встречалось множество. Узкая площадка перед подвальным уровнем была закрыта железной решеткой и почти забита мусором, старой соломой, обломками ящиков и черной городской грязью. Над ней поднимались 3 этажа. Нижние обозначали дверь и одно окно, 2 верхних, по паре тусклых, грязных окон. Слабый свет мерцал только наверху, еще один пробивался где-то снизу, за заваленной мусором площадкой, а весь остальной дом стоял во тьме. Хьюит внимательно заглянул вниз, в темное пространство за решеткой, но за единственным мутным клочком окна невозможно было разобрать ничего. Тогда мы легко поднялись по 3 или 4 ступеням к двери, и Хьюит позвонил. За дверью послышались мягкие шаркающие шаги, кто-то поднимался по лестнице, потом приблизился, остановился и осторожно тронул защелку. Дверь приоткрылась всего на несколько дюймов, в щели возникло неясное лицо, и женский голос спросил по-французски, кто там. «Кто там?» 2 товарища, открывайте скорее. Я заметил, что дверь удерживала короткая цепочка, не позволяя открыть ее шире, и женщина, помедлив, сняла эту цепочку с крючка. Но даже после этого она не распахнула дверь, а держала ее лишь слегка приоткрытой, словно хотела еще раз убедиться, кто стоит перед ней. Хьюит не дал ей времени на новую проверку. Он сразу толкнул дверь плечом, поставил ногу так, чтобы ее уже нельзя было захлопнуть, и вошел с небрежностью человека, которому здесь давно открывают.
Где Луиджи? Вопрос прозвучал почти равнодушно, но именно эта равнодушность и была опасна. Хьюитт бросил его как пароль, не давая женщине времени подумать. Я шагнул следом за ним и в темноте едва различил, как он мгновенно прижал женщину к стене и закрыл ей рот ладонью. В ту же секунду за моей спиной на ступенях один за другим появились тихие люди, двигавшиеся без шума и без суеты. Это была полиция, и теперь дом, который минуту назад казался мертвым и пустым, оказался окружен невидимой силой со всех сторон. Дверь за нами закрыли почти бесшумно, кто-то чиркнул спичкой, и в слабом дрожащем свете стали видны лица людей, уже занявших дом. Двое полицейских остались у подножия лестницы, перекрывая путь вниз и к выходу, а остальные быстро и тихо разошлись по комнатам. Обыск всего дома не занял много времени, потому что в нем оказалось куда меньше людей, чем можно было ожидать от клуба заговорщиков. Нашли только двух мужчин, оба сидели в верхней комнате, их сразу обезоружили, связали и привели вниз без лишнего шума. Женщине теперь убрали ладони от рта, и она тут же заговорила с такой скоростью, словно боялась, что молчание само по себе сделает ее виновной. Один из задержанных был маленьким, тихим и забитым на вид человеком, и потому, как женщина метнулась к нему взглядом, стало ясно, что это ее муж. «Господа полицейские, вы не должны хватать его, моего бедного Пьера. Он тут ни при чем, слышите? Совсем ни при чем. Он не из клуба, и я не из клуба. Мы только работаем здесь, только следим за домом, убираем, открываем двери и делаем, что велят. Мы простые люди, господа, бедные люди, не досговорщики, не преступники, не товарищи из их собраний. Мы только смотрители этого проклятого дома». Хьюитт коротко шепнул что-то одному из полицейских, и обоих мужчин увели вниз, оставив женщину перед нами, все еще тревожную и говорившую без остановки. Вы утверждаете, что не принадлежите клубу, но чем вы можете это доказать, кроме собственных слов и жалоб о бедности? Если вы действительно только смотрители, как говорите, вам нечего бояться, но доказать это можно лишь одним способом – помочь полиции сведениями. Например, расскажите нам о Жераре, что они с ним сделали и почему он оказался сегодня утром на улице в таком состоянии. Жан Пингер, тот самый, которого вы только что увели вниз, потерял его. Да, именно он должен был сторожить бедного Жерара. Вчера ночью Жан напился до скотского состояния, вот так шатался, вот так валил голову, а сегодня спал слишком крепко и слишком долго. Эмиль куда-то вышел, Жерар тоже сумел выбраться, и никто уже не знал, куда он делся, клянусь. Я скажу вам все, что знаю. Только поймите, мы с Пьером не из клуба. Мы только смотрим за домом, только работаем здесь, и нам ни за что сидеть в тюрьме. Хорошо, тогда говорите дальше. Что они сделали с Жераром до того, как его увели к Пингару? Женщина явно была готова рассказать все, что могла вспомнить, лишь бы отделить себя и своего жалкого мужа от людей наверху. Сначала ее слова сыпались беспорядочно, но постепенно из них стала выступать такая картина, что даже полицейские у лестницы перестали переглядываться. Стало ясно, Жерара выбрали для каких-то дел, хотя самой женщине не открыли всех подробностей. Там были лошадь и тележка, господин, больше я точно не знаю, но Жерар должен был везти эту тележку, куда им было нужно. Где стояли лошадь и тележка, я не знала, правда не знала. Но Жерар прежде работал у булочника и умел править таким развозным экипажем. Его выбрали именно поэтому. Он должен был вести тележку по какому-то их плану, связанному с людьми из клуба. Но бедный Жерар в последний момент испугался. Он не говорил прямо, что боится. Нет, он пытался держаться, но страх уже был на его лице. Он приготовил письмо, неподписанное письмо для полиции, в котором хотел сообщить, где находятся лошадь и тележка. Он не называл имен товарищей, никого прямо не выдавал, только указывал место, чтобы полиция забрала тележку и все остановила. Тогда ему уже не пришлось бы ехать, не пришлось бы делать то, что они задумали, и, может быть, он остался бы жив. Но письмо так и не было отправлено, потому что среди заговорщиков уже возникло подозрение,
и кто-то нашел его в кармане Жерара. Письмо прочли, после чего созвали собрание, поставили Жерара перед всеми и потребовали объяснить, почему он собирался идти к полиции. Он ничего не мог сказать, господин, только повторял «я это отрицаю», снова и снова, будто других слов у него не осталось. Он стоял перед ними белый, как полотно, лицо его дрожало, губы шевелились, а сам он смотрел так, будто уже видел собственную смерть. Я все видела с лестницы, там есть отверстие для воздуха, и через него можно смотреть в комнату, если стоять тихо и не дышать. Они кричали, спорили, называли его предателем, а он просил пощады и все повторял одно и то же. Только это жалкое, я это отрицаю. По словам женщины, заговорщики начали обсуждать не то, виновен ли Жерар, а то, каким образом его следует убить. Чем дольше они говорили, тем сильнее бедняга трясся, потому что каждая новая фраза приближала его к смерти. Они заставили его снять воротничок. Потом один достал бритву и провел ею по горлу Жерара, не разрезая кожу, только пугая его. Жерар увидел лезвие у самого горла и потерял сознание. Просто рухнул перед ними, как человек, у которого сердце больше не выдержало. Тогда они плеснули на него водой, били его по лицу, пока он снова не открыл глаза, а когда он очнулся, все повторилось. Он опять говорил «я это отрицаю, я это отрицаю», и больше ничего, будто весь разум сжался до одной этой фразы. Один ударил его бутылкой, другой палкой, потом к его горлу приставили острие ножа и держали так, пока он плакал совсем тихо. На этот раз он уже не падал в обморок, только плакал как пьяный или как ребенок, и все шептал свое «я это отрицаю». Затем они обвязали ему шею платком и начали закручивать ткань, пока лицо Жерара не стало темным и страшным. Глаза его, как рассказывала женщина, выкатились, дыхание оборвалось. Они все еще били его по лицу, словно хотели вырвать из него признание. Потом он снова потерял сознание, и только тогда они испугались, потому что поняли, что могут убить его слишком рано. Тело им было бы некуда деть, ничего не было приготовлено, и они не хотели возиться с мертвым человеком в доме. Тогда они решили встретиться еще раз и обсудить, когда все будет готово. А до того времени Жерара нужно было убрать отсюда. Его отвели в комнаты Жана и Эмиля Пингаров на Генри-стрит возле Голден-сквер, чтобы держать там под присмотром. Но Эмиля рядом не оказалось, Жан был пьян и спал, и поэтому они потеряли Жерара. Вот и все, что я знаю, клянусь вам. Жан Пингар – тот высокий, которого вы увели вниз, а второй мужчина – мой бедный Пьер. Он не из клуба, он только мой муж. Мы с ним просто смотрим за домом. Мы открываем, убираем и делаем мелкую работу, но мы не участвуем в их делах. Спросите, что хотите, я все скажу полиции. Все, что знаю. Только не забирайте нас как заговорщиков, потому что мы не такие люди. Она говорила быстро, испуганно, почти захлебываясь словами. Но в ее рассказе было слишком много точных деталей, чтобы считать его простой выдумкой. Перед нами постепенно раскрывалась вся картина. Предательство, пытка, сорвавшийся заговор и человек, чей разум не выдержал ужаса, пережитого этой ночью. И теперь стало ясно, почему несчастный Жерар повторял одну фразу, почему боялся хлеба и почему его молчание было страшнее любого признания. Вот как я и предполагал, Брэд, нервы этого человека не выдержали ужаса и напряжения, а результатом стала афазия. Кажется, я уже говорил вам, что единственная связанная фраза, которую он способен произнести, это «я это отрицаю». Теперь мы знаем, почему именно эти слова так глубоко врезались в его сознание, что он повторяет их машинально, уже не понимая их смысла. Здесь мы пока больше ничего сделать не можем, так что пора уходить. Хотя, подождите минуту. Снаружи послышались шаги, свет тут же убрали, и один из полицейских подошел к двери, готовый открыть ее в нужный момент. Как только прозвенел звонок, дверь распахнулась ровно настолько, чтобы впустить пришедших, и внутрь один за другим шагнули трое мужчин. Дверь сразу закрыли за ними, почти без звука,
И прежде чем они успели понять, что происходит, все трое уже стали пленниками полиции. Мы вышли тихо, не привлекая внимания, и хотя оба ожидали именно такого исхода, полную картину узнали только на следующее утро. Той ночью в клубе Бакунина произвели крупнейший арест анархистов, какой до того времени случался в этой стране. Каждого входившего спокойно впускали внутрь, давали сделать несколько шагов, а затем брали так быстро и бесшумно, что остальные ничего не подозревали. Мы же с Хьюитом направились к Луцетти, и уже за ужином он подробно рассказал мне ранние обстоятельства дела. Именно их я прежде изложил в начале этого рассказа как беспристрастное повествование, чтобы читатель понял события в правильном порядке. Но один вопрос все еще не давал мне покоя, потому что я видел следствие, но не понимал первой нити, за которую ухватился Хьюит. Я спросил его о бессмысленных каракулях Жерара, сделанных в полицейском участке, и попросил показать мне эти листы. Хьюит повернулся к пальто, висевшему позади него, вынул из кармана несколько бумаг и разложил их на столе между нами. Большая часть этих листов не значит ровным счетом ничего. Брэд, это просто след больной руки, лишенный связи с ясной мыслью. Вот первый лист. Именно с него он начал, когда мы дали ему перо и попросили написать свое имя или адрес. Он передал мне бумагу, и я увидел на ней те самые жалкие знаки, где письмо пыталось родиться и тут же распадалось в беспомощную мазню. Видите, он механически начинает писать месье, потому что, вероятно, много раз начинал письма именно этим обращением. Но едва выводит первые буквы, как слово срывается и превращается в простую каракулю, уже не связанную ни с речью, ни с мыслью. Он пробует снова и снова, и однажды там появляется что-то похожее на что, а в другом месте будто бы слово с отрицательной частицей. Но все вместе не имеет смысла. Это не письмо, не сообщение и не шифр, а только обломки привычных движений руки. Затем он передал мне второй лист, тот самый, который изучал в участке с такой напряженной внимательностью. А вот это уже кое-что значит, хотя сам Жерар, разумеется, ничего сообщать нам этим рисунком не собирался. Попробуйте уловить смысл. Теперь, когда вы знаете почти все о событиях сегодняшнего дня, задача должна быть куда проще. Скажу только одно. Предмет в верхнем левом углу Жерар пытался срисовать с часов, стоявших на каминной полке в полицейской комнате. Я долго смотрел на лист, вглядываясь в линии, точки и перечеркнутые наброски, но не мог извлечь из них ничего определенного. Для меня это оставалось грудой случайных рисунков, где рука больного человека переходила от одного образа к другому без всякого порядка. Я сказал Хьюиту, что вижу только часы в форме подковы, а рядом будто бы еще одну неудачную попытку нарисовать их снова. Потом там была пунктирная подкова, перечеркнутая каракулями, дальше что-то вроде воздушного змея или шара на нитке. Еще мне мерещился какой-то шотландец в килты, но, признаться, все это ничего не объясняло и только усиливало мое недоумение. Хорошо, тогда я объясню, что именно мне удалось извлечь из этого листа, и заодно расскажу, почему я вообще стал искать подобные признаки. Из слов инспектора я понял, что найденный француз находится в очень странном состоянии, и потому решил сам взглянуть на него. Больше всего меня заинтересовало не его бессвязное бормотание, а странный страх перед хлебом, который внезапно исчезал, когда хлеб давали кусками. Когда я увидел его, то почти сразу решил, что он не сумасшедший в обычном смысле этого слова. Насколько можно было судить без врачебного тщеславия, перед нами был случай афазии, то есть человек понимал мир, но не мог выразить себя. Позже доктор подтвердил это, а пока он осматривал Жерара, я поговорил с полицейским, который нашел его на улице. Этот человек рассказал мне случай с хлебом подробнее, чем прежде рассказывал инспектор, и именно в подробностях оказалась первая важная зацепка. Стало ясно, что Жерар пугался хлеба только тогда, когда видел перед собой целую буханку. Когда тот же хлеб был нарезан кусками и подан с мясом, он ел его жадно и без малейшего страха. Значит, он боялся не хлеба как пищи,
а именно буханки как предмета, связанного в его памяти с каким-то страшным событием. Хорошо, Брэд, тогда продолжим с самой первой проверки. Я попросил полицейского найти еще одну целую буханку и положить ее возле Жерара. Сделать это нужно было тогда, когда внимание француза будет отвлечено, чтобы мы увидели не показной страх, а настоящий машинальный отклик памяти. Тем временем доктор подтвердил мою догадку об афазии, а сам Жерар немного успокоился, потому что ему снова и снова говорили, что он среди друзей. Когда он, наконец, заметил буханку у локтя, прежнего дикого ужаса уже не было, но тревога сразу вернулась в его лицо и движение. Я наблюдал за ним и увидел, как он перевернул буханку нижней стороной вверх, а затем почти сразу стал спокойнее. Поймите, Брэд, это было крайне странное движение, не случайное и не бессмысленное, потому что оно словно успокоило в нем какой-то внутренний страх. Именно тогда я начал серьезно думать о бомбе, хотя еще некоторое время не решался принять эту версию как наиболее вероятную. Доктор ушел, и я решил дать Жерару еще одну возможность с пером и бумагой, но уже без прямого требования написать имя или адрес. Я был почти уверен, что если позволить ему чертить и рисовать как угодно, рано или поздно рука выдаст то, чего он сам сказать не может. Поэтому я сделал вид, что оставил его в покое, дал ему свободу, не торопил, не спрашивал, не вмешивался, но внимательно следил. После всей бесполезной мазни, которую вы уже видели, он начал рисовать то, что попадалось ему на глаза в комнате. Сначала появилась голова человека, потом стул, какие-то случайные предметы, то есть все именно так, как бывает у человека с пером в руке. Затем он взял тот самый лист, который сейчас лежит перед вами, заметил часы на каминной полке и попытался их срисовать. После этого он перешел к другим рисункам, которые вы видите, и по привычке замазывал многие из них, когда рука уже шла дальше. Но когда появился последний набросок, он вдруг поспешно перечеркнул его пером и сломался, словно рисунок снова вернул ему пережитый ужас. Я сразу взял этот лист и стал внимательно рассматривать его, потому что именно в таком непроизвольном движении могла оказаться вся ниточка. Теперь посмотрите сами, отбросьте часы, потому что это всего лишь рисунок предмета, стоявшего у него перед глазами в полицейской комнате. А затем взгляните на 3 следующих изображения. Подкова, привязанный воздушный шар и шотландец, именно в таком порядке. Разве эти 3 вещи вместе, да еще расположенные одна за другой, ничего вам не напоминают? Я честно попытался связать их между собой, но чем дольше смотрел, тем больше они казались мне случайными обломками больного воображения. Я признался Хьюиту, что не могу придумать ничего, что соединяло бы подкову, воздушный шар и шотландца в один понятный след. Подумайте еще раз, Брэд, и держите в уме неотвлеченные символы, а Лондон — обычный уличный Лондон, по которому человек ходит изо дня в день, Тоттенхэм-Корт-Роуд. Это слово словно разом повернуло ключ в замке, и я увидел то, чего не замечал, пока смотрел только на бумагу. На Тоттенхэм-Корт-Роуд действительно есть гостиница «Подкова» с вывеской у входа, и эта подкова сразу объясняла первый рисунок. Дальше, примерно на середине улицы, находится большая лавка игрушек и всяких занятных вещей, где для рекламы держат привязанный воздушный шар на крыше. А ближе к другому концу, слева, стоит табачная лавка, и у ее двери выставлен деревянный шотландец почти в человеческий рост. Теперь все это показалось мне очевидным, хотя еще минуту назад я смотрел на те же самые знаки и видел в них только бессмыслицу. Именно так, Брэд. Это сочетание сразу бросилось мне в глаза, потому что все 3 предмета встречаются там именно в этом порядке. Если идти от Оксфорд-стрит вверх по Тоттенхэм-Корт-Роуд, сначала попадается подкова, потом воздушный шар, а потом деревянный шотландец. И обратите внимание на пунктирную подкову. Она подтверждает догадку еще сильнее, если вспомнить, как выглядит вывеска гостиницы вечером. Ночью вывеску гостиницы «Подкова» освещают 2 ряда газовых огней, и Жерар отметил эти огни точками, сам того не сознавая. Вот здесь у меня наконец появилась настоящая нить,
потому что человек, машинально рисуя, явно следовал какому-то внутреннему ходу воспоминаний. Он не сочинял эти рисунки, не шифровал сообщения и не пытался нам помочь, а просто бессознательно иллюстрировал путь своей мысли. Между прочим, совершенно здоровые люди делают то же самое, если рядом лежат перо и ненужный лист бумаги. Мысли идут своим чередом, рука блуждает по бумаге, и вдруг на ней появляются лица, вывески, предметы, связанные с тем, что человек вспоминает. Мысль Жерара в памяти поднялась по Тоттенхэм-Корт-Роуд и дошла до того места, где неприятное воспоминание снова разбило его самообладание. Моей задачей стало проследить этот путь мысли дальше, как если бы я шел не по улице, а по следу внутри чужого расстроенного сознания. Помните УПА в убийстве на улице Морг, как Дюпен идет рядом с приятелем молча, а потом вдруг угадывает его размышления. Он прослеживает всю цепочку от торговца с корзиной через мостовую, Эпикура, доктора Николса, созвездие Ориона и латинскую поэму к сапожнику, ставшему актером. Передо мной стояла похожая задача, только, по правде говоря, гораздо проще, потому что Жерар сам оставил на бумаге почти готовую карту. Он начал с часов в форме подковы, которые видел перед собой, и, закончив этот рисунок, все еще держал в уме образ подковы. Поэтому рука попыталась нарисовать уже просто подкову, рисунок не удался, и он машинально перечеркнул его. Но сама подкова повела его память дальше, гостиница «Подкова» на Тоттенхэм-Корт-Роуд, которую он, очевидно, часто проходил. Он вспомнил ее освещенную вывеску и поставил точки вместо газовых огней, а затем мысль уже двинулась по привычному маршруту. Дальше возник рекламный воздушный шар на крыше магазина, и он тотчас появился на бумаге, пусть и в самом грубом виде. Потом в воображении Жерар перешел через улицу и пошел дальше, пока не дошел до заметного деревянного шотландца у табачной лавки. Он набросал и этого шотландца, и теперь стало ясно, что привычный путь Жерара шел от Нью-Оксфорд-стрит вверх по Тоттенхэм-Корт-Роуд. Еще в полицейском участке я позволил себе предположить, что Жерар живет где-то в районе Севен-Дайалс, и, возможно, скоро мы узнаем, верна ли была эта догадка. Но вернемся к рисункам, потому что после деревянного шотландца там появляется еще один знак, поначалу не слишком ясный. Если присмотреться внимательнее, становится видно, что он пытался изобразить печную трубу, частично прикрытую старой корзиной. В деревенских местах такая корзина, косо поставленная на трубу вместо колпака от ветра, не такая уж редкость. Но в Лондоне подобную вещь увидишь нечасто, а значит, искать ее следовало не на большой улице, а где-нибудь в переулке или заднем дворе. Последним рисунком была голова лошади, и именно на этом месте ужас снова вернулся к Жерару так сильно, что он не выдержал. Теперь рассуждайте просто, Брэд. Если человек идет в какое-то место и встречает там лошадь, это место вполне может оказаться конюшней. А корзина на трубе куда вероятнее встретиться именно среди задних конюшенных построек, чем на фасаде приличного дома или обычной лавки. Предположим теперь, что мы идем по направлению, указанному рисунками, то есть фактически в сторону Фицрой-сквер. И предположим, что где-то там мы находим ряд конюшен, над которыми видна та самая труба с корзиной вместо колпака. Вы знаете, Брэд, я довольно хорошо помню Лондон, и в той части города мне пришли на ум только два подходящих конюшенных двора. Именно эти два двора мы с вами и осмотрели, причем во втором вы, возможно, заметили как раз такую корзину на трубе. Теперь, когда Хьюитт объяснял цепочку спокойно и последовательно, она казалась почти очевидной, хотя до его слов я не увидел бы в рисунках ничего, кроме случайной мазни. Дальше вы уже знаете все сами. Мы пошли туда, проверили место и нашли подтверждение моей догадки о буханках. Именно воспоминание о лошади, тележке, страшном грузе и конце, к которому все должно было привести, сломило Жерара, когда он нарисовал лошадиную голову. Обратите внимание и на то, что рисунки сделаны не отдельными рядами, как человек обычно пишет или рисует сознательно. Они просто следуют один за другим вокруг листа,
Словно рука блуждала за мыслью, а сам человек почти не понимал, что выводит на бумаге. Я слушал его и все больше поражался тому, как тонкая нить, едва видная на бумаге, привела нас к целому заговору и ящикам смерти, спрятанным в хлебе. Но оставался еще один вопрос, слишком практический, чтобы не задать его, потому что сама мысль о бомбах внутри буханок казалась невозможной. Я спросил Хьюита, каким образом эти бомбы могли оказаться внутри хлеба, ведь выпекать буханки вокруг взрывчатки было бы слишком опасно. Разумеется, выпекать их вместе с бомбами никто не стал бы. Это было бы безумием даже для людей, привыкших играть с динамитом. Они поступили проще, разрезали каждую партию буханок по центру, вынули большую часть мякиша, вложили взрывчатку, а затем соединили края обратно. Стыки были аккуратно склеены, и работа, должен признать, сделана довольно чисто. Я даже думал, что вы заметили эти швы в конюшне. Я признался, что не осматривал хлеб достаточно внимательно, потому что в тот момент больше думал о том, как бы ни одна буханка не оказалась последним предметом, к которому мы прикоснемся. Потом я заметил, что Луиджи, видимо, был назначен каждый день приходить к конюшне и кормить лошадь, и именно поэтому мы застали его там. Полагаю, так и было. Они еще не успели изменить план после того, как Жерар сломался и попытался остановить дело через полицию. Кстати, когда я впервые увидел Жерара, я почти сразу заметил, что он привык править тележкой или каким-нибудь развозным экипажем. На спине его пальто, чуть выше поясницы, был совершенно характерный след, который появляется у возчиков, когда они постоянно опираются о перекладину тележки. Так последняя мелочь встала на свое место. Жерар был выбран не случайно. Он был человеком, который умел вести лошадь и тележку по лондонским улицам. Официальные специалисты позднее исследовали найденные буханки, и, как теперь известно каждому, внутри действительно находились крупные заряды динамита. Предположение Хьюита подтвердилось до последней страшной подробности, а партия хлеба, предназначенная для мирных улиц, оказалась партией тщательно замаскированных бомб. Что стало с несколькими из задержанных той ночью людей, тоже хорошо известно. Суд вынес им суровые приговоры, вполне достойные масштаба задуманного преступления. Так завершилось дело пропавшего иностранца, начавшееся с беспомощного человека у камина, с одной бессмысленно повторяемой фразы из буханки хлеба, которой он боялся больше смерти. И если бы Хьюит не распознал этот страх, Лондон, возможно, узнал бы об этом деле слишком поздно, когда мирные улицы уже содрогнулись бы от взрывов.